Друзья, всем привет, с вами канал StableDiv. Сегодня поговорим про Outpaint видео на модели LTX 2.3. Outpaint видео — это наращивание видео влево-вправо, вверх-вниз, либо там во все стороны одновременно, это не имеет значения. Качество такого наращивания действительно очень хорошее и работает очень стабильно. Ограничений по продолжительности видео в принципе для схемы нет, но есть ограничения по вашему железу. Если вы столкнетесь с нехваткой видеопамяти, например, большой ролик захотите проаутпейнтить, вы можете всегда его нарезать частями таким образом, чтобы вам видеопамяти хватило. Разрешение вы можете ставить и HD, и Full HD. Опять же, это будет влиять на потребление ресурсов и на продолжительность Outpaint. Outpaint, по сути дела, здесь это такая же генерация, как на LTX 2.3. Потребление ресурсов абсолютно такое же. Outpaint мы будем делать в Conf.ui. Если у вас не установлен Conf.ui, то вы можете его установить по вот такому вот видео. Ссылку на это видео приложу в описании. Там же есть ссылка в другом видео на саму сборку. Она бесплатно доступна. Устанавливайте, сборка уже настроена, достаточно только распаковать. Но также видео не забудьте посмотреть, там есть много интересной информации. Вот такую вот схему вы сможете найти на Boosty, я приложу ее там. Здесь есть у нас несколько групп. Это загрузка модели, это прописывание подсказки. Там не особо детальная подсказка нужна. Группа с латентным пространством, группа с генерацией, группа с выводом видео. И также группа с загрузкой видео и выбора, в какую сторону мы будем его наращивать, каким образом. И какое разрешение у выходного видео будет. Давайте по порядку разберемся с этой схемой. Первая группа с моделями, которые нам понадобятся для работы с этой схемой. Я вам предлагаю поставить GGUF модель Q4 UD. UD — это немножко уточненная модель Q4, но более точная. Почему именно GGUF? Дело в том, что здесь мы можем достаточно большие видео обрабатывать, outpaintить. И модель FP8, она может быть достаточно тяжеловатой и не позволит вам достаточно большие видео обрабатывать. Здесь вы сможете более длинные участки видео outpaintить. Также не забудьте перевести Sage Tension в None, если он у вас не установлен, но в моей сборке и Triton, и Sage Tension установлен. Вот этот вот узел — это резервирование видеопамяти под систему. Если вам не нужно это делать, то можете просто его забайпасить и полностью всю видеопамять использовать. Я немножко делаю резерв, потому что у меня там некоторые программы запущены, чтобы ничего не зависло. Вот этот вот узел нужен для превьюшки, чтобы в кассемплере мы видели превью, что у нас там получается. Если вам это не нужно, у вас съедает эта видеопамять, опять же, можете выключить его, забайпасить просто вот таким вот образом. Тогда у вас видеопамяти немножко поменьше будет расходоваться. Но зато вы не будете видеть, что у вас в данный момент генерируется, подходит это вам или нет. Потому что генерации, в принципе, достаточно долгие могут быть. И вы можете сразу увидеть, что-то адекватное там получается, наращивается, либо нет. Если нет, тогда просто останавливайте генерацию, выбирайте следующий сид и заново запускайте. Это тоже будет экономить время. Для Outpaint мы будем использовать вот такую вот лору, которая называется LTX 2.3 22B AC LoRa Outpaint. Клиповые модели абсолютно такие же, как и в любой схеме LTX 2.3. Это Gemma FP4, чтобы поменьше немножко, опять же, видеопамяти поедало. И вот такая дополнительная клиповая модель для киджаевских схем используется. VAI абсолютно такие же, VAI видео и VAI аудио используются. И Upscaler 2.3 Spatial Upscaler 2.1.1 версии. Теперь давайте перейдем к загрузке видео. Сюда мы просто закидываем ваше видео, либо вот сюда вот нажимаем и выбираем где-то там на компьютере необходимое видео. Далее мы нажимаем вот сюда вот правой клавишей мыши, выбираем Q Selected Output Nodes. RG-Free нужно узлы установить, чтобы вот такая опция у вас появилась. Нажимаем, и у вас здесь вот появляется ваше видео, точнее одно изображение из этого видео. Это специальный узел для Outpaint видео, он очень удобен. Также можно Outpaint изображение с ним делать, то есть вот таким вот образом, смотрите, как здесь мы можем работать. Мы здесь можем выбрать пропорции 4 к 3, 3 к 4, может быть там 3 к 2, как угодно. Давайте выберем 16 на 9. В данном случае у нас 9 на 16 видео было исходное. А мы хотим, наоборот, получить горизонтальное 16 на 9, то есть нарастить его, грубо говоря, в 3 раза. Но это еще не все. Здесь мы можем эту рамочку перемещать просто вот таким вот образом вручную, кастомно, то есть сделать наращивание абсолютно таким, каким мы хотим. Можем ее передвигать. В общем-то, располагаем эту рамку так, как нам это нужно. После того, как мы выбрали необходимые пропорции и положение наращивания этого видео, мы можем перейти к разрешению. Здесь мы можем скорректировать разрешение. Это уже будет выходное разрешение видео, которое мы будем генерировать. Естественно, здесь мы можем поставить Full HD 1920 на 1080.
И тогда у нас будет Full HD разрешение, но учтите, что потребление видеопамяти, конечно же, будет большое. И вот такое количество кадров, здесь, например, у меня почти 400 кадров мы можем не обработать за раз. Нам придется тогда это видео нарезать и более короткими отрывками обрабатывать. Вот такое вот нарезание, его можно, в принципе, автоматизировать и сделать это на автомате в цикле. Итак, после того, как мы здесь закончили с выбором, как мы будем это видео наращивать и какое у нас будет выходное разрешение, после этого мы можем перейти к подсказке. Вот здесь у нас есть подсказка. Здесь все очень просто. Я пишу динамичный кадр, нет речи, нет музыки. Мне это не нужно, потому что я музыку буду передавать из вот этого же видео на выход. То есть в данном случае нам генерация музыки и речи вообще здесь не нужна. То есть это как побочный эффект у нас будет, но он будет отрезан и аудио будет из исходника подаваться, потому что мы просто наращиваем, а не как-то меняем это видео. Латентное пространство вот такое, здесь ничего особенного в принципе нету. Дальше переходим к генерации. Здесь у нас происходит непосредственно генерация видео, вот такая вот маленькая группка. Сэмплер можете оставить вот такой, вот, он достаточно точный, но может быть он все-таки подольше работает, чем, например, Elia простой, либо Elia Ancestral, либо вот эти CFG-PP. Ancestral тоже очень неплохой сэмплер, он здесь тоже подходит, и он немножко все-таки побыстрее. Далее у нас это видео подается в латент декодер, здесь у нас декодируется плиточным образом наше латентное пространство, чтобы у нас опять же вылета по видеопамяти не было, и потом все это подается в видеокомбайн. В общем-то, вот такая вот схема, ничего и сложного нет. А вот здесь, кстати, мы можем посмотреть, каким образом у нас наращивается это видео, то есть эти белые участки, они у нас нарастятся. Давайте посмотрим на исходник. Исходник у нас выглядел вот таким вот образом. Звук я включать сейчас не буду. Чисто вертикальные пропорции 9:16 у нас здесь, а мы превращаем его в 16:9, наоборот, как бы разворачиваем. И на выходе у нас получается вот такой вот. Отлично наращивается, простой фон, с ним вообще нет проблем. Также, если люди там попадают на этот фон, они тоже, в принципе, выглядят адекватно. Друзья, вот такая вот схема Outpaint видео на модели LTX 2.3. Работает действительно стабильно, качественно, буквально с первого раза нормальный результат получается. Если фон вообще простой, там без людей, без каких-то сложных объектов, то проблем вообще никаких нет. Если какие-то сложные объекты в сцене все-таки появляются, не всегда, да, срабатывает прям 100% качественно, но, в принципе, хороший результат можно получить, даже если там люди у вас какие-то будут, то есть толпа людей, скажем, на нарощенных участках изображения. По поводу потребления ресурсов, абсолютно такие же требования к ресурсам, как при обычной генерации на модели LTX 2.3. Если вы захотите обрабатывать большое достаточное видео, вам необходимо будет его нарезать на сегменты, чтобы вам хватило видеопамяти при необходимом разрешении обработать данный сегмент. Это можно все автоматизировать. Здесь есть в конфе циклы, можно в циклах автоматизировать проход, чтобы каждый цикл сохранялось промежуточное видео и потом в конце даже все это сшивалось. Ну и также можно все сшивать в видеоредакторе, все это можно тоже будет сразу выделить и прям сразу закинуть в видеоредактор, а потом просчитать. В принципе, тоже это аналогичным образом будет работать. Надеюсь, Outpaint вам пригодится. Хочу вас пригласить в свой телеграм-канал, на свой Boosty. Там очень много различных тем, видео и схем. Также все очень подробно в инструкциях расписано, чтобы у вас все с первого раза получилось. И также, если вам это видео понравилось, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Увидимся в следующих видео. Всем пока.